В этом видео отвечу на два часто задаваемых мне вопроса. Почему работают уровни и как их использовать? Для этого отвлечемся немного от биржи. Представьте, что вы пришли на базар купить 5 килограмм яблок. Базар необычный, потому что на нем торгуют одинаковыми яблоками, отличающимися только по цене. По какой цене купите? Странный вопрос. Если все яблоки одинаковые, то возьмете те, что дешевле. Сначала с первого лотка, а потом со второго. Продавцы, распродавшие свой товар, уходят, их места занимают соседи. Новый покупатель хочет купить 4 килограмма. По какой цене он купит? Конечно, он начнет с тех, что дешевле. Сначала с первого лотка, а потом со второго. Продавцы, распродавшие свой товар, уходят, их места занимают соседи. Теперь поменяем роли. Представьте, что это вы хотите продать 1 килограмм по цене 108. Но у вас ничего не получится, потому что перед вами большой продавец, у которого более выгодная цена. Поэтому, пока у него все не купят, до вас дело не дойдет. В такой ситуации остается либо ждать, пока он не продаст свой товар, либо понизить свою цену, что вы и делаете. Как только ваша цена становится ниже большого продавца, сразу продаете свой товар. Другие продавцы решают последовать вашему примеру, тоже понижают цену. И мы видим, как цена, дойдя до 107, начинает снижаться. Если, наблюдая за покупками, мы построим график, то он будет таким. Что произойдет, если покупатели продолжат покупки? Очевидно, они опять столкнутся с большим продавцом. Другие продавцы, понимая, что до них очередь может не дойти, начнут снижать цену. А мы, анализируя график, поймем, что по цене 107 торгует большой продавец, который не пускает выше, тем самым создавая уровень. Перенесем из предыдущего примера графики сделок. Возвращаемся к примеру с яблоками, но представим его в виде таблицы, добавив покупателей. Слева будет цена товара, а справа количество. В нашем случае 1 лот равен килограмму. У нас получилась таблица лимитных заявок или стакан. На красном фоне лимитные продавцы, на зеленом лимитные покупатели. Для наглядности представим количество визуально. Лимитные покупатели и продавцы выставляют заявки. Кто-то меняет цены заявок. Для сделок нужны рыночные заявки. Рыночный продавец выставляет заявку на 7 лот. Она исполняется по цене 106 и 104. Освободившееся место сразу занимает продавец, понизив цену, и новый с 5 лотами. А в это время покупатели группируются на цене 103. Лимитные продавцы тоже усиливают свои позиции. Приходит лимитный покупатель на 10 лот, а за ним рыночный покупатель на 10 лот. Рыночная заявка поднимает цену на 2 пункта до цены 105. Освободившееся место занимает лимитный покупатель с 10 лотами. Продавцы усиливаются в зоне большой заявки. И тут появляется большая рыночная заявка на 15 лот, которая понижает цену до 103. Посмотрим на примере, как проявляется большой продавец на графике. Теперь вы знаете, что сопротивление формируется потому, что не платят дороже за то, что готовы продать дешевле. А поддержка, потому что не продают дешевле то, что хотят купить дороже. Когда вы понимаете, что уровень формируется большими заявками и умеете определять их на графике, то получаете преимущество, потому что видите невидимые большинству преграды для цены, на которые она реагирует. Сейчас разберемся, как использовать уровни в каждой конкретной ситуации. Первый вариант. Собираетесь открыть сделку на тренде вверх. Для этого нужно выставить свою заявку выше большого покупателя или уровня поддержки. Стоп-лосс ставим ниже поддержки, потому что если продавцы победят большого покупателя, то цена пойдет ниже. Под уровнем у сделки будет минимальный риск. Прибыль забираем на подходе к большому продавцу или уровню сопротивления. Второй вариант. Планируете открыть сделку на тренде вверх. Для этого нужно выставить свою заявку ниже большого продавца или уровня сопротивления. Стоп-лосс выше сопротивления, потому что если покупатели победят большого продавца, то цена пойдет выше. В этой точке у сделки минимальный риск. Прибыль забираем на подходе к большому покупателю или уровню поддержки. Мы выяснили, что уровни объективная реальность и разобрались, для чего они нужны. Теперь покажу тонкости, которые помогут эффективно их использовать. Первое. Свежий уровень сильнее старого, то есть уровень, сформированный сегодня, сильнее вчерашнего. Второе. Уровень со старшего таймфрейма сильнее, чем с младшего. И третье. На тренде вверх сильнее поддержка, а на тренде вниз сопротивление. Эти принципы помогут оценить силу уровня и дадут с большей вероятностью открыть прибыльную сделку. Ролик, кроме этой части, основан на первом бесплатном занятии моего курса по трейдингу.
На живом занятии, конечно, больше деталей, но здесь все ключевые мысли даны в сжатой и наглядной форме. Поэтому, кто у меня учится, пожалуйста, освежите материал. Кто захочет присоединиться к курсу, в описании есть ссылка на план. План подойдет для самостоятельной разработки торговой стратегии. В нем есть проверенная последовательность упражнений по каждой теме со ссылками на видео.